Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание тому, что ни в коем случае нельзя делать вечером. И эти запреты нам продиктовали наши предки. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы знать, что никогда нельзя делать вечером, чтобы не накликать беду, несчастье и финансовые проблемы в свою жизнь. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно этим видео поделитесь с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть также они знают эту важную и ценную информацию. Вы знаете, наших современников вряд ли можно сегодня напугать темнотой. А вот наши предки искренне верили, что после захода солнца выползает всевозможная нечисть, и встреча с которой не сулит ничего хорошего. С темным временем суток у людей были связаны всевозможные запреты, отступать от которых можно было лишь по особым праздникам, например, в Купальскую и Рождественскую ночи. И, конечно же, сегодня все меньше людей обращают внимание на те запреты, традиции, суеверия, которые были связаны с темным временем суток. Но если вы не хотите столкнуться с негативными и с плохими черными силами, это следует знать и строго соблюдать. Что же нельзя делать вечером? Во-первых, без нужды покидать свой дом. Современная молодежь любит собираться под покровом ночи, устраивая всевозможные гуляния, посещая всевозможные развлекательные заведения или просто гуляя по ночному городу. И сегодня уже, к сожалению, никто и не помнит, что в былые времена после захода солнца человек старался не покидать дом без особой на то нужды. Считалось, что, выйдя ночью на улицу, можно стать жертвой нечистой силы. Конечно же, возможно, в современных реалиях такой запрет выглядит, возможно, глупо. Но если мы с вами проанализируем, то большинство бед настигает человека именно после захода солнца. И чаще всего именно на улице. Чем можно объяснить это, как не проделками нечистой силой? Следующее, что нельзя делать вечером, это выносить мусор. Помните, на ночь никто не выносит мусор. Данное поверье – одно из немногих, которое строго соблюдает и сегодня. Данный запрет берет свое начало еще с давних времен, когда считалось, что если выносить на ночь мусор, темные силы могут использовать его против хозяина дома, наведя на него порчу или наложив проклятие. Более того, принято считать, что, вынося мусор на ночь, человек рискует лишиться материального благополучия. Он может лишиться работы, потерять прибыль, достаток или его банально могут обокрасть. Следующее, что нельзя делать в вечернее время, это убираться в доме. Уборка в доме после заката – это еще один запрет, который стараются соблюдать наши современники. Считается, что, подметая пол перед сном, человек выметает из дома собственное благополучие. И такая примета символизирует бедность и неудачи. Если же человек моет пол, протирает пыль и избавляется от ненужного хлама после захода солнца, помните, вы отталкиваете от себя любовь, счастье, изобилие и достаток. Следующее, что нельзя делать после захода солнца уже в вечернее время суток, это оставлять грязную посуду. Не разрешается проводить уборку в доме после захода солнца. А вот на мытье посуды этот запрет не распространяется. Наоборот, оставлять на столе грязную посуду на ночь является дурным знаком. Кухня считается самым чистым местом в доме, ведь именно там живет домовой. И немытая посуда и грязный стол – это прямое оскорбление для хранителя вашего дома или квартиры.
Обидевшись, он может покинуть ваш дом, забрав с собой уют и тепло. И это еще, вы знаете, не худший вариант, ведь сильно обидевшись, домовой может вам начать мстить, постепенно разрушая ваш дом и делая вашу жизнь в нем просто невыносимой. Поэтому подумайте над этим. Далее, что нельзя делать в вечернее время, это оставлять нож на столе. Помимо грязной посуды, на столе к ночи не должно оставаться и острых предметов. В частности, это касается ножей. И дело тут не в недовольстве домового, а в проделках дьявольских сил. Почему так? А все дело в том, что издавна считалось, что ножи следует прятать от людских глаз, потому что ножи являются символом раздора и вражды. А если оставить их на столе и отдать во власть темных сил, можно нажить себе немало неприятностей. В частности, забывая или намеренно оставляя на ночь нож на столе, знаете, тогда есть реальная угроза семейных скандалов вплоть до развода. Это обстоятельство может рассорить и близких родственников, столкнув их лбами в споре, например, за наследство. Также в вечернее время нельзя одалживать деньги. Помните о том, что деньги являются символом удачи. Но когда наступают сумерки и наружу выходят темные силы, вашу удачу могут в любой момент украсть. Одалживая деньги после захода солнца, вы прогоняете денежное благополучие и обрекаете себя на нужду. Поэтому будьте готовы к тому, что в ближайшее время вас будет преследовать безденежье, и как скоро оно прекратится, сказать достаточно трудно. Все зависит от суммы и данной, которую вы даете взаймы. Кстати, не желая отдавать собственное благополучие и достаток, люди с наступлением ночи также не одалживают вещи и продукты питания. Кроме того, это касается особенно соли и хлеба. Более того, раньше принято было считать, что люди, которые ближе к ночи приходят к вам за щепоткой соли, хлебом или кастрюлей, могут иметь на ваш счет злой умысел. К примеру, через хлеб и соль на человека нередко наводят порчу. Далее нельзя смотреться в зеркало. С наступлением ночи наши предки старались избегать зеркал и никогда не смотрелись в них. Зеркало во все времена считалось особым порталом, который связывает мир живых с миром мертвых. И если в наш мир приходила нечистая сила, то зачастую она появлялась именно через зеркало. Но если днем при свете солнца человек надежно защищен от дьявольских проделок, то ночью эта защита пропадает. В современном мире мало кто придерживается данного суеверия, но те, кто знает о нем от своих бабушек и дедушек, уверены, что смотрясь вечером в зеркало, можно навлечь на себя болезни и преждевременную старость. Далее, что нельзя делать, это бриться в вечернее время. Мужчины привычно бреются с утра, перед тем, как отправиться на работу. Однако у некоторых представителей сильного пола есть привычка бриться по вечерам, перед сном. Вы знаете, это плохая примета, которая ослабляет мужскую силу и способна привести его к импотенции. Неизвестно, насколько правдиво это суеверие, но очевидно, что своей сексуальной силой не захочет рисковать ни один уважающий себя мужчина. Кстати, стричься и срезать ногти на ночь, глядя, также недопустимо. Если вы занимаетесь подобными вещами, знайте, это может негативно отразиться на взаимоотношениях с близкими людьми. Следующее – не завешивать окна. Вы знаете, ночные шторы предназначены как раз для того, чтобы с приходом ночи закрывать ими окна. И этим мы ограждаем себя от посторонних глаз и лунного света. Правда, еще неизвестно, что страшнее и опаснее. Посторонние люди, заглянув в незавешенные окна, могут банально ограбить вас, а лунный свет, падающий на спящего человека, может привести его к сумасшествию.
Далее, в вечернее время не стирайте вещи. Заниматься стиркой после захода солнца также не лучшее решение. Но это суеверие скорее относится к людям, которые проживают в частных домах, которые привыкли сушить постиранные вещи на улице. На улице в старину считалось, что оставшееся на ночь на веревке белье впитывает в себя энергию злых сил, которую затем передает человеку. Чем это грозит, нетрудно догадаться. Поэтому стирать вещи нужно с утра и снимать их с веревки до наступления темноты. И последнее, что нельзя делать в вечернее время, это пускать в дом незнакомцев. Это одно из самых опасных суеверий, которое касается нежданных гостей, которые могут заглянуть к вам ближе к полуночи. Человека, который по той или иной причине стучится в вашу дверь, не следует пускать на порог до 1 часа ночи. А если окажется, что незнакомец просто ошибся дверью, знаете, это достаточно плохой знак. И в ближайшем будущем у вас могут возникнуть проблемы с законом.